Вы будете просто в шоке, когда узнаете о том, какой самолет разрабатывает Америка. Сегодня я хочу поделиться с вами по-настоящему захватывающей и даже немного загадочной темой – гиперзвуковым истребителем-разведчиком SR-72, который часто называют Dark Star. Почему Dark Star? Да потому что вокруг этого проекта ходит столько слухов и недомолвок, что иногда не знаешь, это реальность или сюжет для фильма о топовых секретных разработках. Поэтому приготовьтесь, будет интересно. Истоки и легенда о новом Lockheed SR-72. SR-71 Blackbird по праву считается легендой авиационной индустрии. Этот самолет должен стать самым передовым во всем мире. Поэтому неудивительно, что новость о разработке SR-72 от Lockheed Martin вызывает огромный ажиотаж как среди любителей авиации, так и в огромных СМИ. Скорость более 6 махов звучит почти фантастически. Но так ли он хорош на самом деле? И будет ли это самый быстрый и крутой самолет во всем мире? Разберем это подробнее. Проект SR-72, несомненно, стал вызовом как для инженеров, так и для всей авиационной науки. Дело все в том, что эксплуатация обещает быть крайне жесткой. Поэтому она будет требовать высокого качества от всех материалов. А для их создания потребуется разработать много нового. Управление тепловыми нагрузками и обеспечение стабильности при таких скоростях требуют новаторских решений и материалов, которые еще предстоит создать или совершенствовать. Это напоминает, что за каждым технологическим прорывом стоят годы упорного труда и испытаний. И как же мне не терпится увидеть в действии эту птичку? Ведь, по слухам, это прямое продолжение легендарного SR-71. Кстати, вы его могли видеть в культовом фильме «Трансформеры». И благодаря этому фильму именно этот самолет получил огромную популярность среди фанатов. Все они с нетерпением ждут что-то новое, и поэтому в интернете так активно обсуждают эту удивительную разработку. Конечно, официальная информация о новом проекте крайне скудная, ведь это, скорее всего, секретная программа, окруженная мраком тайн и предположений. Но какая-то информация все же просачивается, и как раз о ней я и хотел бы вам рассказать. Задумка SR-72, Мах-6 и никаких компромиссов. Но для начала давайте я вам расскажу подробнее про Lockheed Martin Skunk Works. Это не просто название авиационной верфи, это настоящая легенда в мире авиации. Дело в том, что это подразделение известно своими радикальными и инновационными подходами к авиастроению, которые порой кажутся выходом из научной фантастики. Они ставят перед собой задачу не просто улучшить предыдущую модель, а удвоить ее мощь. Предполагаемая скорость SR-72 около 6 махов. Это примерно 3700–4000 миль в час. Да, это в 2 раза быстрее, чем у его предшественника. Всего за час вы смогли бы пролететь половину Евразии. Если это не впечатляет, то действительно трудно сказать, что вас вообще может удивить. Для достижения такой фантастической скорости предполагается использование двухрежимной системы двигателей. Сначала обычный турбореактивный для достижения необходимой скорости, а затем прямоточный скрамджет для ускорения до гиперзвуковых скоростей. Мне лично кажется, что это похоже на магию. Как можно сделать двигатель, который может спокойно переходить от одного режима к другому, от дозвуковых скоростей к гиперзвуку, преодолевая огромные технические барьеры? А теперь просто представьте, какие испытания должны пройти материалы, из которых сделан самолет. При скорости 6 махов они нагреваются до невообразимых температур, и инженерам приходится решать задачи, которые кажутся почти невыполнимыми. Возможно, в конструкторском бюро работают не просто инженеры, а гении. И если вы не понимаете всю сложность и суть этой проблемы, то просто вспомните, что метеориты падают на Землю и почти полностью сгорают, а их скорость зачастую намного ниже, чем должна быть у этого истребителя. Не хотелось бы, чтобы эта дорогая разработка просто сгорела во время эксплуатации. Кстати, новинка должна получить те же размеры, что и предшественник, 71-й, а именно более 100 футов. Огромная машина, не так ли? Но тут есть еще один интересный факт, который я нашел в интернете. Первая тестовая модель будет в 2 раза меньше по размерам, и ее характеристики, соответственно, будут ниже, чем у основной модели. Надеюсь, подобные технологии будут использоваться не только в военной авиации, но и в обычной.
Ведь быстро летать – экономить время, а значит, пассажирам на авиалайнерах будет намного комфортнее. Беспилотный ли он или пилотируемый? Читая различные статьи и аналитические материалы, я нашел довольно интересные материалы. Мысли о беспилотной версии кажутся вполне оправданными, учитывая, что скорости в районе 6 махов представляют собой невероятные риски и физические нагрузки, которые могли бы сделать пилотирование человеком настоящим самоубийством. Это похоже на погружение в атмосферу другой планеты, где каждая секунда может привести к непоправимым последствиям. Именно поэтому и возникают слухи о возможной пилотируемой версии SR-72. Хотя лично я хотел бы ощутить вживую движение на скорости 6 махов. Правда, как мне кажется, мне не особо понравилось бы. Да и самолет на таких скоростях был бы довольно неуклюжим. Главное, чтобы инженеры смогли решить все эти вопросы. Каждое упоминание SR-72 акцентирует внимание на его основной роли – разведке. Возможность проводить разведывательные миссии с такой недостижимой скоростью позволит безопасно выполнять почти любые миссии. Ни одно ПВО в мире не сможет обогнать самолет, мчащийся на 6 махов скорости. Добавьте к этому потенциал для точечных ударов. И получится, что SR-72 обладает способностью в одиночку изменить ход военных конфликтов, находясь за пределами досягаемости вражеских сил. Но так ли он хорош на самом деле? Или все-таки у других стран есть чем ответить? Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Дело в том, что в США очень развиты медиа, поэтому мы и знаем про этот удивительный самолет. Но ходят слухи, что и в Китае, и в России готовят решительный ответ. И я в это очень охотно верю, ведь те же самолеты Су и МиГ считаются лучшими в мире. Да и кто будет просто так упускать из вида такую серьезную опасность? Кстати, в Америке также разрабатывается Boeing X-51 Waverider. Это экспериментальный летательный аппарат, который должен достигать скорости до 5 махов. В общем, соперники для SR-72 точно найдутся. Почему его связывают с названием Dark Star? Когда я впервые увидел Dark Star в фильме Top Gun Maverick, я был крайне сильно удивлен. Меня буквально очаровал внешний вид самолета, который, по слухам, был основан как раз на SR-72 от Lockheed Martin. Студия, снимавшая фильм, как сообщают, даже консультировалась с инженерами Lockheed Martin, чтобы придать своему творению максимальную достоверность. И хотя Dark Star в фильме – это всего лишь художественная выдумка, он настолько реалистично передает дух современных разработок в области авиации, что невольно начинаешь верить, что это тот самый секретный истребитель. Но почему SR-72 называют в сообществе Dark Star, когда в самом авиационном бюро ему не давали такого названия? Дело тут как раз в фильме. Так как самолет в нем был основан на 72-м, но в произведении он получил название Dark Star, то и в сообществе к нему буквально приклеилось это имя. Вообще именно обычные люди, а не конструкторы, дают такие красочные названия военной технике. Взять, к примеру, советский бомбардировщик «Белый лебедь». Именно люди так его прозвали из-за его внешних черт. А что там Dark Star? В фильме это не просто машина, это символ грани между настоящим и будущим. Самый новый, самый быстрый, самый неуловимый. Именно таким его и показали. И я склонен верить в то, что это может быть своеобразная реклама, чтобы побольше и подороже продать эти самолеты в другие страны. Вообще многие говорят о том, что это не более чем маркетинг, а раздутое инфополе в СМИ подтверждает этот факт. А как вы думаете? Пишите об этом в комментарии. Характеристики, что обещают, или мы так думаем. Скорость в 6 махов, что эквивалентно более 4000 миль в час, звучит как чистейший Голливуд. Каждый раз, когда я читаю об этих параметрах, меня охватывает истинное изумление, ведь управлять такой машиной на подобной скорости будет непросто. А главный вопрос заключается в том, реалайны ли будут такие характеристики. Тут стоит еще раз вспомнить предшественника новинки – SR-71, который достигал 3,2 маха. И уже тогда инженерам пришлось столкнуться с огромными проблемами от нагрева до необходимости использования специальных материалов и топлива. Изначально мало кто верил, что человек может достичь таких скоростей. Но оказалось, что это реальность. Правда, каждый полет был испытанием на прочность, как для самолета, так и для его пилота. Как я уже говорил, двигатель самолета – это отдельная инженерная песня и чудо. Дело все в том,
что на самом деле это комбинация турбореактивного двигателя для начального разгона и скрамджет-двигателя для гиперзвукового полета. И лично меня очень удивляет, как подобное могли вообще объединить вместе. Однако в этой магии скрыта и своя доля риска. Малейшая ошибка или несовершенство может привести к катастрофе. Ведь турбореактивный двигатель просто сломается на такой огромной скорости. Кстати, высота полета предполагается на уровне 20 миль. И это не просто цифра, это целая стратегия. Здесь, в стратосфере, где воздух настолько разрежен, что сопротивление минимально, SR-72 может развивать свою максимальную крейсерскую скорость. А как вы думали, если бы люди попробовали разогнать самолет до такой скорости на высоте в милю, он тут же бы сгорел? Да что уж там, даже почти что в космосе он будет нагреваться очень и очень сильно. И хотя применение стелс-технологий должно теоретически уменьшить видимость аппарата для радаров, гиперзвуковая скорость создает огромный тепловой след, что делает его потенциально заметным для инфракрасных систем. Так что, несмотря на все старания инженеров, полная невидимость при таких скоростях остается под вопросом. Что касается его роли, то, как и его предшественник-истребитель, вероятно, будет преимущественно использоваться для разведки. Однако упоминания о возможности нести ракеты или высокоточное оружие намекают на его потенциальную ударную функцию. Это открывает новые перспективы для быстрых, точных ударов по стратегически важным целям, которые должны быть выполнены быстро и неожиданно. Но лично я бы не хотел, чтобы он когда-либо применял свое вооружение на деле. Когда же мы увидим SR-72? Ну и самый главный впрос, когда же мы наконец-то увидим этот самолет вживую? По публичным заявлениям представителей Lockheed Martin, которые я тщательно изучал в интервью и пресс-релизах, прототип SR-72 может подняться в небо уже в период с 25 по 30-е годы. Это звучит одновременно волнующе и немного загадочно, ведь часто кажется, что такие амбициозные проекты как будто обречены на задержки из-за своей технологической сложности. Однако, основываясь на моем опыте и знаниях о мире авиации и секретных военных проектах, становится ясно, что реальность может быть гораздо более интригующей. Мы действительно знаем, что секретные проекты часто остаются в тени, скрытыми от глаз общественности и даже многих государственных структур, пока не наступит момент их внезапного дебюта. Существует вероятность, что SR-72 уже проводит свои первые тестовые полеты на закрытых военных базах. А с учетом того факта, что подобные испытания всегда проводятся в условиях строжайшей секретности, начинает казаться, что самолет-то давно уже может существовать. Мысли о том, что где-то в тайне могут испытываться технологии, которые кардинально изменят будущее авиации, вызывают у меня смесь восхищения и тревожного предвкушения. Огромная скорость, которой человек еще никогда не достигал, настолько сильно интригует всех любителей авиации, что форумы буквально кишат ложной информацией про этот самолет. К тому же, всегда существует элемент неопределенности. Даже с обширным финансированием и передовыми технологиями каждый проект может столкнуться с непредвиденными трудностями, которые могут затормозить его прогресс, или наоборот, привести к неожиданным научным прорывам. В общем, остается только надеяться, что ученые действительно смогут победить все трудности и разогнать эту птичку до невероятных скоростей. Интересные факты и слухи. И среди всей этой желтой прессы и вбросов информации я нашел довольно интересные и правдивые слухи. И о первом я уже упоминал ранее. Дело в том, что есть предположение, что SR-72 может использоваться не только для разведки, но и для выполнения высокоскоростных точечных ударов. Представьте себе, когда нужна мгновенная реакция, гиперзвуковой самолет способен влететь в воздушное пространство врага, нанести удар по стратегически важной цели и буквально исчезнуть на скорости, недоступной для существующих перехватчиков. Это почти как сцена из фильма «Уничтожить и сбежать», не оставляя противнику ни шанса на ответную реакцию. Подобные возможности дают США невероятное стратегическое преимущество, особенно в условиях современных конфликтов, где скорость и точность часто решают исход. А еще я нашел информацию о том, что самолет будет оборудован передовой системой под названием Prompt Global Strike.
Что это такое? А это программа, которая будет применяться специально для того, чтобы атаковать буквально любую точку на планете Земля в течение всего 1 часа. И при этом не потребуется никакого участия человека. Достаточно лишь найти цель, указать о ней программе и ждать. А использовать ее будут совершенно по-разному. От ликвидации террористических группировок до атаки и уничтожения любого объекта противника. И лично меня очень сильно удивляет тот факт, что подобные системы в принципе могут существовать. А как вам вся эта суета и интерес вокруг этого, возможно, еще не существующего самолета? Лично я прекрасно понимаю, почему столько людей ожидают скорейшего выхода в свет этого чуда. Пишите в комментарии свои мысли. А я еще раз хотел бы отметить тот факт, насколько профессиональны бывают инженеры, раз они способны придумать нечто подобное. Кстати, вы знали, что профи нужны и в нашей команде? Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.